Приветствую всех, кто зашел смотреть это видео. Сегодня мы смотрим на колоде Оракул Ленорман такую тему. Судьба ли вместе быть? По судьбе ли он вам? Как будут развиваться отношения? Загадывайте своего партнера, партнершу. Расклад подходит абсолютно всем. Сначала мы найдем в колоде карту бланки мужчины и карту бланки женщины. Карты рядом, которые выпадут, будут обозначать мысли и чувства на сегодняшний день партнера относительно вас. И далее у нас будут вопросы уже согласно нашей теме. Итак, настраиваемся. Давайте искать мужчину, женщину. Это карта сердца на дне колоды. Хороший знак. Так, мужчина вышел, нам первый решил рассказать о своих чувствах. Здесь у него рыбы. И следующая карта за мужчиной – это дом. Какие чудесные карты с мужчиной вышли. Хорошо, давайте продолжаем искать женщину нашу. Где она у нас спряталась? Женщина. И женщина скрывает свои чувства и мысли. Так, вот женщина вышла. Здесь у нее букет и луна. Хорошо. Эти карты у нас будут открытые. И еще добавим 3 карты закрытыми. На 3 наших вопроса. Итак, первая карта, да? Судьба ли быть вместе? Далее, что дальше будет в ваших отношениях? Ну и давайте такой еще вопрос зададим. Для чего вы вообще друг другу даны? Так, это наш 3-й вопрос. Эти карты будем открывать уже потом. Ух ты, на дне колоды у нас все тоже сердце. Оно решило не уходить из расклада и говорит нам: я выйду сюда, и я себе громко заявляю. Первое, что хочется сказать про мужчину. Мужчина стремится к жизненному достатку. Может сейчас активно заниматься зарабатыванием денег, накоплением капитала. Бизнес, работа, предпринимательская деятельность. Здесь все что угодно нам могут показывать, но рыба – это деньги, дом – это жизненное благополучие. Также нам здесь могут говорить, что этого мужчины сегодня в жизни полный достаток. Итак, мысли о вас. Карта рыбы. Мужчина в мыслях вас воспринимает идеальной для себя женщиной. Он к вам каким-то образом привязан. В общем-то, точно так же, как и женщина к мужчине. Рядом с ней карта Луна. Вы оба можете чувствовать практически одно и то же. Притяжение, ощущение идеального подходящего партнера, схожесть интересов. Рыба – символ счастья, удачи. В мыслях вы как улыбка фортуны для него. По рыбам мужчина в мыслях может думать как об удачном романе, который сопровождается красивыми ухаживаниями, подарками, так и о долгой бесконечной связи с женщиной, которая идеально ему подходит. Если говорить о том, какая вы в его мыслях, то независимая личность, знающая себе цену, то есть гордая такая, обладающая даром убеждения, мечтательная, впечатлительная, открытая, предприимчивая. Возможно, он думает о вас как о женщине, заинтересованной карьерой, которая заинтересована в достатке и в жизненном благополучии, в общем-то, как и он. Ну и в чувствах карта «Дом» ложится. Родная женщина, теплая, уютная, с которой абсолютно комфортно, спокойно, благодатно. Можно и так сказать, мужчина к вам глубоко проникся. В чувствах также общий дом, семья, семейные ценности. Дом может говорить о том, что вот вы для мужчины как его гавань, где ему спокойно и защищенно. Точно так же, как и рыбы, говорит о тесной связи и о тесной привязанности. Мужчина чувствует, что к этой женщине, к вам, нужно относиться серьезно. Или он думает, что с вами можно строить серьезные планы.
Он может чувствовать, что если вы, допустим, дойдете до брака, то этот брак для вас обоих станет как крепость. Вот если вы недавно познакомились, то мужчина, вот ему кажется, что он знает вас 100 лет. В чувствах вы надежная женщина, которая никогда не подведет. Так, смотрим женщину. У женщины здесь букет и луна. Смотрите, кстати, очень хочется подметить. Рядом с мужчиной у нас легли две карты короля. Король бубей и король червей. Полностью мужская энергетика. Рядом с женщиной легла карта дама пик, букет и луна. Это женское начало, женская энергия. То есть здесь рядом с женщиной полностью женская энергетика вышла. Можно сказать, что мужчина, он как настоящий мужчина, и женщина прям настоящая женщина. И карта букет подчеркивает ее красоту и грацию. Итак, давайте смотрим. Мысли у женщины. Карта букет. Женщина думает о встрече с мужчиной. Думает о начале или продолжении отношений. Может быть, подарок мужчине готовит или сама от него ждет сюрприз. В мыслях мужчина, такой красавчик для женщины. Скорее всего, визуально этот мужчина очень сильно вас к себе притягивает. Букет – это внимание. А в мыслях женщина ждет внимания от мужчины или сама готова мужчине подарить свое внимание в полной мере. Готова пофлиртовать и показать себя во всей красе. Готова к новым импульсам в отношениях, к признаниям в чувствах. Может быть, вы от мужчины ждете признания, когда же он вам скажет, что он вас любит. Кстати, точно так же, как и мужчина, женщина может думать о нем как о своем подарке судьбы, как о приятном жизненном сюрпризе. Итак, в чувствах луна. У женщины чувства немного переменчивые, они не так стабильны, как у мужчины. Женщина может сегодня любить, завтра немножечко охладевать. Но в чувствах также женщина тянется к мужчине. Ее подсознательно к нему тянет, и, возможно, она не всегда осознает, что же конкретно ее к нему так тянет. При этом женщина чувствует, что именно с этим мужчиной она может получить яркие, насыщенные романтические отношения. Вот если у мужчины такая больше практичная привязанность, то у женщины она более эмоциональная. Что дом, что луна могут говорить о духовной, о физической, эмоциональной близости. И о душевной близости в том числе. Нам здесь показывают, что партнеры могут чувствовать взаимные, идентичные чувства любви, влюбленности, родственности и сильнейшей тяги друг к другу. Смотрим, по судьбе ли вы друг другу? Здесь у нас карта Аисты. Замечательно. Так. В общем-то, давайте все сразу откроем, что дальше будет в отношениях. Карта Гора здесь у нас. И для чего вы вообще встретились? Ух ты, кольцо. Давайте разбирать. Замечательно. Аисты – это очень положительная карта. Она может говорить о сильных взаимных чувствах, гармонии в отношениях, о скором прибавлении в семействе. Или о скором времени, когда партнеры решили съехаться и жить вместе. О переезде эта карта тоже говорит. Вы вместе переехали или один из партнеров к другому переехал. Для того, чтобы опять же жить вместе. Аисты показывают встречу именно своей второй половины. Поэтому по судьбе ли? Вполне. Аисты также могут нам говорить, что сейчас расклад смотрят люди, которые знакомы очень давно, где-то далеко из прошлого тянется ваша связь. Конечно, у нас есть отдельный вопрос, который задан. Для чего вы встретились, да? Мы достали отдельную карту, но по аистам невозможно об этом не сказать тоже. Аисты нам говорят, вы встретились для чего-то хорошего, чтобы каждый из вас изменил судьбу партнера в лучшую сторону. Аисты — это у нас дама червей, дама кубков, королева кубков. И следующая карта кольцо, да, нам то же самое подтверждает. Для чего вы встретились? Чтобы друг друга любить? Про кольцо мы еще, конечно, отдельно скажем. По аистам союз может быть долгосрочным и вполне может перейти в семейную жизнь. Итак, что дальше будет в отношениях? Гора у нас вышла. Препятствия нам показаны. Расстояние, непонимание, гордость одного или обоих партнеров, неумение идти на компромисс.
Гора нам говорит, что обстоятельства между вами могут сложиться так, что будут мешать вам добиться желаемого. Придется гору или обойти, или взобраться на нее. Гора также может говорить о периодах ожидания чего-то. Чтобы что-то получить, понадобится терпение и время. Гора также может говорить о чем? Вот что вас ждет? Высокие цели будете строить. Какие-то планы наполеоновские. Гора также может показывать вот мотивацию. Вы как цель друг для друга, и каждый к этой цели будет стремиться. Находить общие интересы, общие цели, общие планы. Преодолевать расстояния, если между вами города или даже моря. Гора также говорит о периоде испытаний партнеров на верность друг другу. Гора также может говорить, что между кем-то может стать мама, как горой, и придется находить общий язык с мамой партнерши или с мамой партнера. Конечно, в совокупности таких положительных карт гора нам может говорить, что ваша пара вообще защищена высшими силами. Защита высших сил в горе тоже имеет место быть. Или партнеры друг для друга, как плечо и жизненная опора. И смотрим наш последний вопрос. Для чего вы вообще встретились? И здесь у нас прекрасная карта «Кольцо». Ну, в общем-то, эта карта и без объяснений. Понятно и ясна. Смотрите, какое красивое кольцо. Вы встретились для союза, для создания пары, для взаимных чувств, для любви, безусловной причем, для долгого партнерства и для брачных уз в том числе. Вы встретились для того, чтобы создать не просто пару, а ячейку общества. Кольцо — это символ прочных уз и практически вечности. Кольцо — это замкнутый круг. Вы с вашим партнером одно целое. Кольцо в себе несет начало всего и ассоциируется с Солнцем. Встретились для того, чтобы что-то друг другу пообещать и это выполнить. В первую очередь, конечно, пообещать верность. Ну и на дне колоды у нас карта сердца. Еще одна карта, которая без объяснений читается, вот молча смотреть на нее, да, и можно все понять. Она здесь подтверждает мысли мужчины, мысли женщины, чувства мужчины, чувства женщины. Подтверждает карту аисты, по судьбе ли вы встретились. Для любви, для рождения детей, для создания семьи, возможно. И подтверждает, конечно же, кольцо. Один в один практически. Взаимность, союз, семейные узы. Или просто долгая прочная связь. Можно сказать, что у вас Амур стрельнул одновременно своими стрелами любви. Ну и сердце опять же говорит вам, что любую гору можно обойти, если есть взаимные чувства. И самое главное, если есть взаимное понимание. Общие планы и общие цели. Так, давайте еще одну карту возьмем. Давайте посмотрим, какое вас все-таки испытание по горе ждет. Интересно же узнать. Что за испытание будет? Карта книга. Так, хорошо. Первое, о чем говорит карта книга, узнать друг друга поглубже. Понять себя, понять партнера. Точно определить, подходите ли вы друг другу. Книга, конечно, нам не говорит о больших сложностях. Она может говорить, что у партнеров могут быть свои тайны, и вам нужно будет каким-то образом их раскрыть, преодолеть. Здесь может понадобиться умение проникнуться в чувства друг друга. Книга — это мудрость. Познать мудрость жизни, мудрость построения отношений, например. В чем также может быть испытание? Научиться доверять друг другу, открываться перед партнером. А чтобы в отношениях не было состояния у партнеров, когда каждый сам себя накручивает, придумывая проблемы. Научиться друг перед другом быть открытыми, как открытая книга. Книга — это тайна или секрет, который вам предстоит узнать. Она говорит о том, что сегодня вам не все доступно и не все известно друг о друге. И, возможно, книга, ложась как ответ на гору, да, в чем препятствие, узнать друг о друге больше. Но при этом, чтобы получить желаемое, придется приложить умственные усилия, то есть проявить мудрость. Возможно, вы должны что-то узнать о партнере, что потребует принятия этого как должное. Возможно, для кого-то это станет испытанием. Книга — это карта судьбы, то есть испытать судьбу, изменить течение своей жизни, быть готовой к изменениям. Это и есть ваша гора впереди.
Ну что ж, давайте будем на этом заканчивать наш расклад. Сегодня для обережка возьмем... Вообще, конечно, очень много прекрасных карт, хоть все бери. Но мы возьмем мужчину-женщину для карты бланки и сердце. Любовь. Ух ты, здесь карта ключ, смотрите. Карта судьбы. Еще одна, которая нам вышла в расклад. Итак, мужчина-женщина и взаимные чувства, взаимная любовь между ними. Вот сделала обережек поближе. Итак, мужчина, женщина, любящие друг друга, взаимная любовь между ними, союз, пара. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю вам всего самого доброго, самого светлого. До скорых встреч!